Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Украины, а с января нынешнего года руководитель Офиса Президента. Давайте посмотрим на него. Я думаю, 20 миллионов человек очень хорошо знают это лицо. И мне бы хотелось, чтобы еще столько же узнали. Но я провела опрос, я провела голосование во всех своих социальных сетях, и в результате голосований на первом месте оказались разборы лица Мадьяра и Орбана, которые вы можете найти у меня ниже по ленте видео на моем канале, а на втором месте как раз оказался Кирилл Буданов. То есть очень много людей, правда, хотят узнать, какие секреты таит за собой его лицо. А на третьем месте, как я уже говорила в предыдущих видео и в трансляциях, у нас Папа Римский. Но лицо Льва XIV мы разберем немножечко попозже, но оно обязательно будет. Поэтому оставайтесь со мной на моем канале, делитесь им со своими друзьями и теми, кому интересна тема физиогномики. Физиогномика – это метод визуальной психодиагностики личности, позволяющий по чертам лица определить особенности его характера, особенности ее характера. Вот я, Лизавета Царькова-Голфаст, практикующий физиогномист с хорошим опытом, составляю психологические портреты, делаю лицевые разборы. В том числе я делаю лицевые разборы здесь на своем канале и делюсь ими с вами. Обычно это какие-то нашкодившие персоны, как Эпштейн. Разбор лица Эпштейна у меня тоже есть, можно вот здесь посмотреть. Вот. Либо это какие-то просто скандальные случаи, которые обсуждает вся Европа. Кстати, вот тему Орбана, который проиграл, да, премьер-министр Венгрии, который проиграл выборы молодому Петру Мадьяру, вот это тоже такая скандальная, очень обсуждаемая тема на европейских страницах, поэтому вы тоже можете полюбопытствовать. Вот здесь можно найти. Вот, также я тренер по гимнастике для лица. Что еще? Я автор обучающего курса по физиогномике, который называется «Опасные мужчины». И у меня тоже по ленте видео вы можете найти видео и познакомиться, что из себя представляет этот курс. Он будет очень полезен женщинам, которые находятся в поиске своего потенциального партнера и уже как бы устали наступать на одни и те же грабли, устали тратить время, силы, эмоции на мужчин, которые непригодны к отношениям, которые приносят только боль, страдания и кучу проблем. Девочки, на самом деле на лице мужчин реально написано, что он потенциальный абьюзер. И вы можете получить эти знания. У меня в профиле есть, посмотрите, ссылка на платформу, еще и с моим сопровождением. Там есть 2 пакета с моим сопровождением. Поэтому сейчас это все очень доступно. Поверьте, те участницы, которые этот курс прошли, они получают потрясающие результаты. Вот. Поэтому очень рекомендую. Далее. Идем разбирать лицо Кирилла Буданова. Наконец-то, наконец-то. Наконец-то те, кто ждал, дождались. Итак, давайте посмотрим вот на эту фотографию. Что вы видите? Вот первое, самое первое. Что вы видите первое? Никому не бросается в глаза его пропорции лица. Вот, посмотрите внимательно еще раз. Пропорции лица. Я имею в виду соотношение. Если разделить лицо на 3 разных части, например, между бровями и лбом, вот одна часть, между верхней губой и бровями вторая часть, вторая треть, и между верхней губой и нижней челюстью третья треть, да? Посмотрите, какие у него пропорции. У него достаточно высокий лоб, вот эта часть удлинена, длинная, а вот эта маленькая, короткая, то есть высота нижней трети у него 2 раза помещается по высоте во вторую треть. Все увидели, да? Досмотрели. Что это значит? Смотрите. Верхняя треть – это у нас зона сознания. Там, где мысли. Там, где алгоритмы, там, где процессы мышления, там, где стратегии, там, где страхи, там, где сомнения. Они все живут вот здесь. Чем больше лоб, тем больше всего. Далее.
Нижняя челюсть – это наша армия, это наша деятельность, способность к действию, способность утилизировать стресс, способность быть стрессоустойчивым, да, выдерживать стресс, способность оказывать давление на ситуацию либо на обстоятельства. Нижняя челюсть. Чем она больше и мощнее, тем человек активнее. Люди с большой челюстью подходят для работы на передовой. Но если мы рассматриваем лицо Кирилла Буданова сегодня конкретно в контексте, что он разведчик, да, разведчик, то мы на него смотрим с позиции, подходят ли его природные характеристики, природные, а на лице расположены природные характеристики, таланты, к его должности, на своем ли месте находится этот человек. Вот это мы с вами сегодня и исследуем. Вы очень легко сделаете выводы, потому что они очевидны, во всяком случае для меня. Но когда вы немножечко научитесь в этом ориентироваться, вам тоже будет это очень легко даваться. Итак, у Кирилла Буданова часть разведки, вторая треть, она большая. То есть этот человек не склонен к активным действиям, и мы к этому еще придем. Первое, к чему он расположен, то есть что для него является основным, это сбор информации, это разведка. То есть в этой части находятся все интуитивные органы. Нос, который мы чуем, уши, это дальносрочная перспектива на будущее, и верхняя губа. То есть все органы интуитивные собраны в третьей части. Он собирает информацию. Его главная, его сила в том, что он умеет четко и очень качественно собрать информацию обо всем, что ему необходимо, обо всем, что его интересует. Это важно для разведчика, скажите, пожалуйста. Качественный, очень скрупулезный сбор. Что происходит, где происходит сбор, который потом пойдет в аналитическую часть для того, чтобы его переработать, эту информацию переработать. Он собирает информацию не для того, чтобы бежать с флагом нападать. Он собирает информацию для того, чтобы ее потом обдумывать. Поэтому у него вот эта часть тоже достаточно высокая. Угу. Это первый момент. Второй. Развитые губы. Смотрите, развитые губы. Не просто развитые, они вот даже вперед вот так вот немножко как бы надуты. Вот у меня так, это я не знаю, надуты. Вот чуйка, чувствование. Он чувствует. Он интуитив, он интуит, да-да-да, он интуит, он интуитивно чувствует, что происходит. И ему эта интуиция, вот это его чувствование, его губы позволяют анализировать ситуацию очень хорошо и очень детально. Вот обратите внимание, насколько они развиты. В губах рецепторы в 200 раз чувствительнее, чем на кончиках пальцев. Вы себе это представляете? И эти губы служат ему хорошую службу. Прежде чем куда-то полезть, он старается почувствовать, что там, как там. Понимаете? Здесь мы вообще не говорим ни об импульсивности, ни о какой-то быстроте, ни о необдуманности. Здесь мы говорим о том, что идет очень тщательный анализ данных. Далее, важная вещь в данном случае, подносовой желобок. Он не самый короткий, но он короткий. Он короткий. А это говорит о том, что интуитивная часть, она усилена. То есть та информация, которую он получает, и она идет в переработку, в работу, она идет быстро и качественно. Это важно. Этот человек не будет бросать себя или других, что очень важно, не будет бросать других просто в ситуацию для того, чтобы потом разбираться. Он не будет лезть в драку, а там из серии посмотрим, что будет. Этого нет. Он будет сидеть и выжидать, анализировать, думать и простраивать ходы. Далее, обратите внимание, вот мы поговорили про 3 трети лица. Нижняя челюсть. У него такой тип челюсти мы обычно в физиогномике у себя называем слабая челюсть. Что такое слабая челюсть? Слабая челюсть – это когда человек не способен лезть в лобовую атаку, вот в лобовую, потому что у него нет для этого ресурса. Нечем ему драться. Поэтому он не лезет на передовую, он не находится на передовой, такой человек. Такой человек находится в тылу и готовит все заранее.
То есть ему интуиция подсказывает, его природное чутье подсказывает, что будет, а он готовится к этому заранее, до того, чтобы предотвратить нападение. Вот о чем его нижняя челюсть. Более того, давайте посмотрим профиль. Она у него задвинутая. Не так, чтобы сильно, но это выжидательная позиция. Это не позиция нападения. Более того, он предпочитает немножечко подождать больше, но сделать точный удар, совершить точный удар, сделать точный бросок. Благодаря вот этой способности не бежать впереди паровоза. Вы знаете, я здесь лица разбираю не первый раз, есть люди реально проактивные, которые бегут впереди паровоза. О какой настройке там идет речь? Ни о какой. Им надо уже побежать. Люди с челюстью, как у Кирилла Буданова, обычно сидят в засаде и наблюдают, и ждут подходящего момента. Это очень важно. Или вы так не считаете? Напишите мне в комментариях, что вы там считаете. Вот, смотрите, у него круглые уши. Вот эта форма ушей, она ближе всего к круглым ушам. Это краткосрочные прогнозы, ближние прогнозы. Здесь и сейчас. То есть это немножко дальше, чем сегодня. Буквально несколько дней, несколько недель, не дальше. На года такие уши не работают. На года работают уши длинные и широкие, а у Кирилла уши круглые. То есть мы не можем говорить о какой-то глобальной стратегии, это ему совершенно не свойственно. Он стратег очень краткосрочный, то есть он гораздо больше тактик, чем стратег. И вот в тактике он очень силен. И все вышеупомянутые характеристики, это же тактические характеристики. Вы заметили? Надеюсь, что да. Вот. Смотрите, обратите внимание вот на эту зону расстояния между линией волос и бровями. Оно небольшое. То есть здесь нет такого, чтобы височная область, волосы ушли далеко или находились далеко. Это говорит о том, что он, как объяснить, ему присуща, его природа – это инстинктивная природа. Инстинктивная. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к интуиции и к вот этому чувствованию. И он проявляет себя, он может проявлять себя инстинктивно. Это врожденная способность. Он не рационализирует свои инстинкты, понимаете? Он идет за своим чувствованием, и, собственно, оно обеспечивает ему успех, и успех его операции. Еще один такой маленький нюанс. Обратите внимание, видите, у меня тут такую птичку из волос. Вот она, треугольник такой, который смотрит на переносицу. Вот у него такого нет. У него здесь вот это вот все ровно. Ровно все. Это говорит о том, что его эго-амбиции, его эгоизм им не управляет. У него этого нет. Поэтому он служит народу, он служит стране. Он пришел на это место не за достижением эгоистичных целей. У него нет эгоистичных целей. Может быть, они у него и есть где-то, но это не проявляется ни в лице, ни в характеристиках лица, ни в характере, ни в его характере. То есть в его природе это отсутствует. Может быть, когда-то было. Сейчас этого нет. То есть это человек, который служит кому-то, служит народу, служит людям, служит системе. И за это ему большое спасибо. Служит он отлично. Вот. Также мы можем заметить эвристические залысины, да, эвристические залысины. Это классика жанра, в таких случаях зона эвристики, да, это вот эта вот зона над бровями, которая пошла. Макдональдс ее еще называем мы так между собой. Залысины в форме буквы Макдональдс. Это когда человек имеет большой опыт, это приобретенный. Смотрите, вот эта характеристика приобретенная. Это говорит о том, что человек имеет практический опыт решения задач нестандартным способом. Это когда все решают задачи вот так вот в этом множестве ищут ответы. Он смотрит вот так. То есть нестандартными методами, используя необычные подходы, выходит за рамки системы, за рамки
привычных взглядов, за рамки того, что вообще можно о чем-то подумать, да, что обычный человек не додумался бы, а он додумался, потому что у него есть этот потенциал, и он его эффективно расходует. У кого из вас есть эвристические залысины? Пожалуйста, если вы пронаблюдаете за тем, как вы принимаете решения, вы вдруг поймете, что ваши решения в большинстве случаев оригинальные. Вот. И девятая характеристика, у него развиты импульсные желваки. Я сейчас объясню. Возвращаемся к теме техники естественного омоложения. Я, как обычно, одеваю на себя шапку тренера по гимнастике для лица и немножко на несколько секунд нырнем в анатомию лица. Вот это место, вот это вот место, которое у женщин провисает, оно у всех провисает, ладно, называется бульдожьи щечки. Это жевательный, мы его называем тяговый желвак или треугольная мышца-депрессор. Вот она. Вот она. Видите, и у меня она есть. Вот она. Вот она. Вот. И вот она. Вот сюда вот уходит. Треугольная мышца-депрессор. Вот это тяговый желвак. А импульсный желвак расположен вот здесь. Вот здесь, вот в этом месте. Он как на месте соединения жевательной мышцы. Вот она идет вот сюда вот. Соединение жевательной мышцы с платизмой на контуре. Вот у него ярко выражен импульсный желвак. Что такое импульсный желвак? Это когда у человека есть большой, длительный опыт совершения каких-то действий быстро, резко. То есть вот он ждет, и в какой-то момент раз и совершил действие. Дальше ждет, выжидание, наблюдение, ожидание. Раз, и в какой-то момент он совершает захват. Ну, как рыбак на рыбалке сидит так, долго ждет, потом раз, и вытащил рыбу, подсек ее. Понимаете, вот это, благодаря вот такой деятельности нарабатываются импульсные желваки. Плюс, я могу предположить, что он сжимает зубы для того, чтобы сосредоточиться на вот этом захвате. И это добавляет объема вот в эти мышцы, потому что добавляет напряжение. Все, шляпу тренера по фейсбилдингу я сняла. Идем дальше. То есть, понимаете, да, как вот эта характеристика приобретенная вписывается в портрет разведчика, самого главного разведчика Украины. А опыт у него, поверьте, хороший. Вот. Далее. То, мимо чего точно вы не смогли пройти, но я думаю, что вы бы написали мне, если бы я об этом не сказала. Глаза. Посмотрите на его взгляд. Вам ничего не кажется? Вот что вы видите? Прищуренные глаза. У него небольшие глаза. Там нет ни иллюзий, ни фантазий. Там нет никакого придумывания. Это глаза, они, не могу сказать, что они маленькие, они небольшие, но они прищуренные. И прищуренные они несут какое значение? Я всех вас вижу. Я все про вас знаю. Если вы проанализируете большое количество фотографий Кирилла Богданова и видео, он в основном молчит. Он молчит, он наблюдает. У него рот всегда закрыт. Я бы не сравнивала его с Трампом, но у Трампа рот все. И кстати, с Педро Санчесом. Разбор лица Педро Санчеса можно вот здесь посмотреть. Он, кстати, испанцам очень понравился. Испанцы столько эмоций мне по этому поводу выразили. Вы себе представить не можете. Вот. Так вот, если эти граждане практически на всех фотографиях с открытыми ртами, то Буданов с закрытым. Потому что он наблюдает. И знаете, вот создается впечатление, что ты тут давай, говори, я уже все про тебя знаю. И я вижу тебя насквозь. Вот эту характеристику, это значение несут в себе глаза такого вида и такой формы. Я тут еще глянула по списку, знаете, что я забыла? У него системный подбородок. Посмотрите. Классический, вот из всего подбородка, кстати, он не развитый, как говорильный резонатор у него не развит, потому что он не говорит. Ну, он говорит, когда есть необходимость. Значит, он у него прямой. Этот человек
который сначала выстраивает фундамент, базу, и все надстройки делает потом. То есть это фундаментальный человек, понимаете? Он алгоритмичный, он эту базу выстраивает очень четенько, получает качественную информацию и строит всю свою работу очень тщательно. Понимаете, вот очень системно. Это важно. Ну, собственно, это была последняя характеристика. Теперь давайте соберем это все вместе. Просто все вместе это соберем. Итак, у нас получается, что у него разведывательная часть лица по пропорциям самая большая. Он хорошо и качественно собирает данные. Развитые губы и короткий подносовой желобок позволяют ему быстро сориентироваться и качественно это все воспринять и обработать. Большой интеллектуальный потенциал, мощный, высокий лоб. Далее, слабая задвинутая челюсть заставляет его работать на перспективу с опережением. Да, с опережением. Для того, чтобы не приходилось лезть в лобовые атаки, идти, он заранее прорабатывает тактику нападения. Вот. Круглые уши работают как как прогнозы, ближний прогноз на несколько дней, несколько недель вперед, помогают ему, его интуиции сориентироваться в ситуации, предвидеть немножко на будущее, Вот. Дальше он действует в соответствии с инстинктами, не подвержен влиянию своего эго, его эго не диктует ему, что ты будешь делать, куда ты будешь бежать, его амбиции. Вот. Он способен решать оригинальными способами сложные задачи, вообще все, благодаря развитой эвристике. Вот. Импульсные желваки, развитые в результате выдержанного ожидания и произведения рывка для нужного захвата, для качественного. И прищуренные глаза, говорящие о том, что он очень хорошо осведомлен о многих вещах. Как вам портрет? Вдохновляет вас? Понравился вам такой разбор? Насколько сложно вам будет сделать вывод, на своем ли месте находится Кирилл Буданов, как руководитель офиса президента Украины и как главный разведчик? Если вам понравилось, в любом случае, ставьте мне, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь им со своими друзьями и давайте продолжать здесь взаимодействовать. У меня здесь есть, вы посмотрите плейлисты, значит, лицевые разборы известных мировых личностей собраны отдельно, техники естественного омоложения, все, что касается них, отдельно. Есть трансляции, где я показываю Гранаду, какие-то мероприятия здесь, какие-то мирадоры, какие-то исторические места. А есть у меня трансляции с экспертами, со специалистами помогающих профессий, с экспертами в других областях, где мы в режиме интервью общаемся между собой. Они, кстати, имеют большую популярность, чем мои прогулки по Гранаде, хотя не все. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за ваше внимание. Обязательно напишите, что вы думаете на тему физиогномического разбора Кирилла Буданова. А в следующий раз нас ждет Папа Римский. Всех обняла.